Здравствуйте, мои дорогие! Ну что, совсем уже мало времени осталось до Нового года, 2-3 дня. И скоро мы будем накрывать стол и садиться за этот праздничный стол. Но кто-то работает даже 31 числа. И поэтому сегодня я вам предлагаю испечь очень быстрый торт. Торт называется милфей. Кто-то с ним уже знаком, кто-то нет. И сегодня я вам предлагаю мой вариант милфея. Он у нас в Греции очень популярный. Попробуйте его спечь, и он очень быстрый. Некоторые его любят, чтобы он постоял и кушать уже мягким, а некоторые его любят скушать моментально, как только собирается торт. Он получается очень хрустящий, очень вкусный и очень легкий. Быстро, быстро, быстро. Ну что, начнем готовить, мои дорогие. Сегодня для нашего торта торт у нас будет замечательный. Нам понадобится одно яйцо, и вначале мы будем делать крем. И стакан сахара. Яйцо с сахаром мы размешиваем хорошенько-хорошенько. Сахара 200 грамм, но это стаканчик получается. Размешиваем хорошо венчиком и будем вливать постепенно 1 литр молока. Кастрюльку берем небольшую. Размешиваем все хорошенько, быстренько. Добавляем 5 столовых ложек кукурузного крахмала. Можно прекрасно заменить крахмал мукой, но с крахмалом крем получается намного нежнее. Подливаем молочко, размешиваем венчиком. Так у нас крем получится без комочков. Молоко холодное у нас. И ставим варить наш крем на плиту. Варим на среднем огне, непрерывно помешивая. Варится крем очень-очень быстро. Вот он у меня уже загустел полностью. И сейчас сюда я добавлю 100 грамм сливочного масла. Чтобы оно быстро растаяло в горячем креме, я его нарезала заранее на кубики, на мелкие кусочки. Перемешиваем, добавляем ванилин, пол чайной ложечки. Все, крем у нас готов, и сейчас нам нужно будет его остудить. Переливаем в любую другую посуду. И накрываем пленочкой. Обязательно, чтобы не образовалось наверху никакой корочки. Отправляем крем в холодильник. Для коржей мы раскатываем чуть-чуть мы раскатаем слоеное тесто. Слоеного теста у меня уходит 800 грамм, каждый корж по 400 грамм. Приблизительно где-то 3 миллиметра получается. И сегодня я буду выпекать круглый тортик. Форма у меня 28 сантиметров, но вы можете прекрасно сделать также на весь противень. Получается большой, очень такой большой, хороший торт. Сегодня хочу круглый сделать, поэтому я его буду вырезать круглой формочкой. Аккуратненько переносим на противень. И то же самое мы сделаем со вторым коржом. Снимаем верхнюю пленочку, на которой было слоеное тесто. Смазываем корж кисточкой холодной водичкой. И сейчас я его посыплю сахарным песком сверху. Это делается для того, чтобы у нас корж так не стал мокрым. Он пропитается, тортик, просто он не станет мокрым. Будет такая как бы карамель образовывается сверху на тесте. Протыкаем вилочкой, чтобы он не очень у нас поднялся. И отправляем выпекать. Духовка у нас уже разогретая на 190 градусов, вверх-вниз. Все то же самое будем проделывать и со вторым коржом. Пока пекутся коржи, мы взобьем сливки. Стакан сливок, это 200 грамм у меня. Мы смешиваем с 3 столовыми ложками сахарного песка и взбиваем. Сливки холодные-холодные, 35%. Все, сливки у нас взбились, их тоже охлаждаем. Коржи спеклись, пекутся быстро, приблизительно 15-16 минут. Следите, как только они потемнеют, такой цвет у них красивый будет, значит, коржи готовы. Краешки все я измельчаю крупными такими кусочками, не мелкими. Так мне больше нравится. И будем собирать наш тортик. Для этого нам нужно будет заварную основу крема соединить со сливками. Не нужно взбивать заварной крем миксером, потому что он станет жидким. Венчиком все это делаем осторожненько. И 3
Частями вводим сливки, так сказать, 3 этапами. Размешивая не интенсивно. Все, крем готов у нас. Будем собирать торт. Очень быстро, видите, получается крем и коржи. Можно сказать, что торт этот у нас будет, это в последнюю минутку можно будет его спечь, уже когда скоро праздник, когда совсем мало времени у нас. Приблизительно половину крема уложили на нижний слой, сверху корж, и сейчас мы сверху украшаем. Сверху также укладываем крем. Бока обмазываем тоже кремом. И посыпаем крошкой, которую мы сделали. Все бока то же самое обсыпаем крошечкой. Сверху обязательно сахарной пудрой присыпаем. Торт получается очень вкусный, очень нежный. Хрустящий, настоящий французский милфей мы сегодня с вами приготовили. Я думаю, вам всем очень понравился этот рецепт. И своей простотой, так сказать, быстротой. И очень вкусный. Посмотрите, какой кусочек у нас получается. Попробуйте приготовить. Я думаю, вам всем понравится этот торт. Ну что, мои дорогие, будем прощаться. Всех поздравляю с наступающим праздником. Всего всем доброго, всего хорошего. И до свидания. Пока-пока.